мы были не просто счастливы, у нас просто осуществлялась наша жизнь. Так, а папа чем занимается? А у меня папы нету, да? Всем привет! В этом видео речь пойдет о фильме, благодаря которому я познакомился с авторским кино. Именно фильм «Возвращение Звягинцева» явился для меня этой некой отправной точкой в изучении кинематографа. И прежде чем мы приступим к самому фильму, я бы хотел проговорить некоторый дисклеймер к этому видео, чтобы вы понимали вообще, куда вы попали. Дело в том, что половина информации, которая будет здесь, это компиляция содержимого вот этих двух книг. Книга «Возвращение. Диптихи. Дорога» Закариаса Марка и книга сценариев кинофильмов Андрея Звягинцева, которую приобрел совершенно недавно. Просто офигенная книга. Вы сможете здесь действительно проследить путь мысли создателей этого фильма. В общем, всем советую прочитать. И другая часть информации — это мои личные субъективные оценки по этому фильму, которые я никому не навязываю, просто вам как для ознакомления. Итак, вернемся к моему знакомству с фильмом «Возвращение Звягинцева». Картина вышла в 2003 году, но мое знакомство случилось с ней в 2006, когда я переходил в 9 класс. Это было лето, и моя сестра посоветовала мне посмотреть фильм какого-то русского режиссера, который там взял награды, сказала, что, возможно, мне понравится. Напомню, мне было тогда 15 лет, и весь мой кругозор, связанный с кинематографом, был сужен до фильмов, голливудских массовых картин, там всякие стрелялки и прочее. В общем, я никак не был искушен киноискусством. Я вообще знать не знал, что это такое. 15 лет у меня там были интересы, чтобы вы понимали, я не знаю, пойти с пацанами попить пиво, я не знаю, погулять там, пойти на компакт поиграть. В общем, такое. Так вот, вернемся. Мне было 15 лет, я скачал по совету сестры этот фильм, посмотрел. В общем, сложно передать впечатление, потому что у меня не было какого-то конкретного мнения по этому фильму, когда я только что увидел его. Но я понял, что фильм, он очень нетипичный. Я не видел такого кино в то время. Я не понимал, что вообще происходит. Он, во-первых, визуально очень, мне лично он был очень приятен визуально. И после просмотра я понял сценарий, но не мог избавиться от этого впечатления, ощущения, что, есть что-то же еще. Что-то же мне хотели сказать. Видимо, я не до конца понял. В России всегда было и сейчас очень много талантливых людей. Но всегда есть еще что-то, связанное с темой, с киноязыком, с моментом появления, что вдруг вписывает один из фильмов, какой-то фильм в историю. А иногда не просто вписывает в историю, но делает фильм вехой этой истории. «Возвращение» — это именно такой фильм. Это фильм веха в истории русского кино. И сейчас, уже спустя столько лет, я бы хотел вернуться к этому фильму, чтобы увидеть, что же хотел от меня режиссер. Да, и надо сказать, что мое знакомство, оно и закончилось в том же году, в 2006, потому что, я не знаю, 15 лет — это такой возраст, просто всего быстро хватаешь и бежишь, там, сломя голову. И все, я пошел дальше, там, пить пиво, гулять и так далее. И вплоть до 2014 года, нет, я не пил пиво вплоть до 2014 года, но я вернулся к этому фильму и вообще, в принципе, познакомился более осознанно с режиссером. В 2014 году, когда, вы, наверное, помните, поправьте, если это не так, это когда фильм «Левиафан» гремел просто по всей стране, когда его номинировали на «Оскар». Естественно, увидел эту новость, начал гуглить, читать, наткнулся на знакомое лицо режиссера, посмотрел и с удивлением понял, что я уже был когда-то знаком с этим режиссером. Наверное, в тот же вечер я посмотрел «Левиафан». В ближайшие дни сразу же посмотрел те картины, которые я совершенно точно пропустил. Это «Изгнание», «Елена». В дальнейшем уже появился фильм «Нелюбовь». И благодаря режиссеру я вообще начал интересоваться кинематографом. Уже начал смотреть каких-то других режиссеров. Я уже вообще понял смысл режиссуры в плане, зачем нужен режиссер. Если там в 15 лет я думаю, режиссер — это просто непонятный набор букв в титрах, то здесь я уже начал отдавать себе отчет в том, что режиссер все-таки это создатель картины. Вот есть такая формулировка: актеры населяют мир, а режиссеры его создают. Да, и, кстати, если вы не смотрели этот фильм, естественно, вам проще его сначала посмотреть, потом вернуться к этому видео. Либо можете исследовать дальше со мной, может быть, вам что-то покажется любопытным и интересным, и вы все-таки решите посмотреть фильм, всем советую. Так, пройдемся по бытовому сценарию этого фильма. В
В сухом остатке фабула картины заключается в следующем. К двум братьям-подросткам, живущим в небольшом городке с матерью и бабушкой, внезапно после 12 лет отсутствия возвращается отец, которого они никогда не видели. С ним вместе сыновья отправляются в автомобильную поездку. Между младшим из братьев Иваном и отцом отношения складываются непросто. Иван отказывается подчиняться ему, в отличие от своего старшего брата Андрея. Далее отец, сославшись на внезапно возникшие дела, отправляет детей домой на автобусе, но, изменив решение, берет их с собой в некое место, после которого их поездка на рыбалку возобновится. Место оказывается небольшим безлюдным островом. На острове отец втайне от сыновей выкапывает старый чемодан и достает из него маленький ящик, содержимое которого останется тайной. Из-за непослушания подростков, слишком долго удивших рыбу, вспыхивает конфликт. Иван наставляет на отца, избивающего Андрея, нож, после чего бежит к вышке, стоящей на острове. Забравшись на нее и готовый спрыгнуть с высоты, он запирается от отца, спешащего следом. Тот же, пытаясь остановить сына, перелезая через прогнившее перекрытие, срывается, падает на землю и мгновенно умирает. Сыновья тащат труп отца до лодки и уплывают с острова. Уже на берегу они случайно упускают лодку, и она тонет вместе с мертвым отцом. Конец. Именно таким я и воспринял фильм 14 лет назад. Но ведь согласитесь, здесь есть что-то еще. Само пространство, в котором обитает фильм, кажется пустынным. В книге, где мальчики находят фотографию отца, мы видим какие-то библейские иллюстрации. Сцена за ужином, где отец сидит во главе стола, напоминает какую-то тайную вечерю. Сам фильм разбит на 7 дней, начинается воскресенье, что тоже нас как-то отсылает к библейским мотивам. Естественно, в 15 лет я ничего этого не увидел. Вернее, я это увидел, но не считал. Словом, возникают вопросы, поэтому давайте разбираться. Сценарий, по которому был снят фильм «Возвращение», носил изначально название «Ты» и был написан Владимиром Моисеенко и Александром Новотоцким. У нас возникла такая идея, которая родилась из каких-то очень похожих, очень близких воспоминаний детства, и которая показалась нам достаточно актуальной, в некоторой степени мистической и религиозной даже. Мы даже думали, если бы мы снимали это кино, то мы бы сделали там такую надпись, что это посвящается нашим отцам, которые волей судьбе поставили нас, и нашим детям, которых волей судьбе поставили мы. Кстати говоря, вот в этой книге сценариев вы сможете прочитать именно вот этот первозданный сценарий. Вы увидите эту разницу между финальным, условно, фильмом и этим сценарием. И да, давайте на берегу отбросим вот эту бытовую фабулу сценария, где к двум сыновьям приезжает отец, и они отправляются в поездку, и будем разбирать фильм, уже основываясь на доступных нам материалах. Как только фильм удостоился наград Венеции, у зрителя возникло очень много вопросов касательно его содержания. Звягинцев не спешил все растолковывать, но тем не менее он высказал два важных замечания. Первое – о том, что фильм – это пристальный мифологический взгляд на человеческую жизнь. А второе, что речь идет о неком метафизическом путешествии души от матери к отцу. Автор этой книги утверждает, что фильм есть вариация мифа, который по своей природе многозначен. Почему книга называется «Возвращение диптих единорога»? Что такое вообще диптих? Диптих с древнегреческого «сложенный пополам». Как правило, представляет собой картину, фреску, гравюру или рисунок, разделенный надвое. Автор книги под словом диптих здесь подразумевает рифмы. Весь фильм состоит из неких рифм. Вспомните, Иван находится на вышке и боится слезть. К нему уже прибегает мама и его спасает. Эта сцена рифмуется со сценой, когда уже отец забирается за Иваном в самом конце фильма. Также бег в начале, когда мальчики бегут от своих там друзей, бегут в сторону дома. Вот этот бег, он также рифмуется с бегом в конце фильма. Далее, первое впечатление об отце, как только ракурс, когда они только увидели отца, и последнее впечатление об отце, тот же самый ракурс, когда уже отец находится мертвый в лодке. И вот эти рифмы, они постоянно находятся в фильме. И само название «Возвращение», оно подразумевает эту некую цикличность в фильме. Все возвращается, идет по кругу. То есть понимаем, что мы столкнулись с неким мифом, в содержание которого вкраплены некоторые иконографические ссылки. Эти моменты будут нам помогать следовать истории, и они покажут нам вариативность восприятия, в принципе, этого сценария. 7 дней, на которые разбит фильм, это 7 дней творения. Вспомните, фильм начинается в воскресенье, и он идет по своему циклу. Идет ровно до пятницы, в день, когда умирает отец. Почему именно в пятницу? Потому что спустя 3 дня происходит воскресенье. По Библии неделя начинается в воскресенье. Господи, я никогда не думал, что я буду на ютубе сидеть и говорить
произносить эти слова. Отец — это суровый Бог, ветхозаветный, наверное, Бог, который своей смертью, наверное, как-то переходит к Богу Нового Завета, к новозаветной любви. Знаете, один человек мне сказал в Риге, он говорит, удивительное ощущение такое от фильма возникает. Он говорит, я не вижу здесь ни куполов, ни церквей, ни священников с кадилами, ничего этого нет, но у меня чувство религиозного, очень мощное присутствие этого исходит от фильма. Я с ним согласился, я не стал с ним спорить. Это так. Для меня это история ветхого Бога, который однажды явил через жертву своего сына. То есть, Господи, зачем же вы меня заставляете об этом говорить? Не знаю. Мне кажется, что это понятно. Мы можем этого условно и не знать, и не догадываться, и для нас фильм все равно случится. То есть сама история этого путешествия детей, она как бы произойдет. Плюсом мы имеем еще и такой сценарий, такой сюжет. То есть, согласитесь, так гораздо интереснее смотреть. Наверное, было бы слишком просто закончить видео тем, что мы описали так общую форму бытового сценария, общую форму сценария вне. Я предлагаю, раз мы здесь с вами все-таки изучаем киноязык, пытаемся его понять, интерпретировать каким-то образом, прям покадрово пройдемся по некоторым сценам. Потому что вот в этом прикол, когда ты смотришь и ты такой, я понял, зачем режиссер здесь сделал это, или зачем поступил так. Вот в этом же прикол, когда ты смотришь, такой, это круто. Ты понимаешь вот этот киноязык, ты начинаешь на нем потихонечку разговаривать. Давайте попробуем. Начнем с самого начала фильма. Мы не будем много мусолить, прямо начнем с первых кадров этого фильма. На первых кадрах мы видим длинную панораму подводную, где находится затонувшая лодка. Воскресенье. В общем, мы видим затонувшую лодку. Очевидно, что это такая рифма, либо отсылка к концу фильма. Режиссер нас зацикливает в этой истории. То есть мы вспоминаем, что в конце фильма уже мертвый отец погрузится на лодке на дно озера. И в самом начале фильма мы видим эту сцену, мы видим эти кадры длинной проводки под водой. И это уже вода под вышкой, в которую сейчас будут прыгать мальчики в самом начале фильма. Но интересно здесь другое. Что касается ощущений, при просмотре самого начала, в контексте всего фильма, есть это ощущение, я не знаю, может быть, буду похож на дебила, но все-таки вода, есть такое ощущение, как будто вода прям обволакивает, как это объяснить русским языком? Все-таки природа — это мать. Есть отец, природа — это мать. Природа рождает в себе дитя. И вот это первая сцена, когда плавная проводка, прям плавная, с приглушенным таким подводным звуком, создается такое ощущение, как будто ты зарождаешься, как будто ты находишься в каком-то зародыше, и сейчас ты родишься. Я не знаю, надеюсь, я не буду выглядеть сумасшедшим в этот момент. Идем далее, просмотр дальше. Смотри, подмышки не отбей. Слышь, Андрюх, может, спустимся? Че, дурак, что ли? Хочешь тебя козлом называть? Че там зависли-то? Да нет, если случится... Офигенный кадр. Опять же, давайте думать, почему кадр был решен именно так. Во-первых, я хочу сказать, чтобы вы обязательно посмотрели фильм о фильме, и там будет показано, как это все снималось. Там не было, условно, квадрокоптеров, да, как сейчас. Там сооружали некоторую конструкцию, и... В общем, это очень любопытно, посмотрите обязательно. В общем, в кинематографе такой кадр, насколько я знаю, взгляд Бога называется. То есть взгляд сверху, пристальный взгляд, возвышенный на объекты. Смотрим. Тихо. Я прыгаю, вы за мной, понял? Прыгает старший брат Андрей. Это тупо круто снято, понимаете? Это просто даже чисто технически это очень круто снято.
на вышке остается один Иван. Соответственно, мы вспоминаем, сразу же держим в голове сцену финальную, где он также остается один на вышке. Тоже это просто тупо круто снято. Это очень круто снято в плане, как передвигается камера. Обязательно посмотрите фильмы, там увидите, как это они делали. И создается, да, впечатление, как будто он в облаках. Ну чё, подмышки-то не отбил? Не, мелкий, давай, прыгай! В этой книге автор рассматривает невозможность Ивана, то есть Иван не может прыгнуть, он не может на это решиться. Он рассматривает это как его некая невозможность, его головокружение, и весь фильм будет идти к тому, чтобы придать смысл вот этой первой сцене его невозможности. И в этом будет вся логика его противостояния с отцом. Ну-ка, Андрюх, скажи, кто он? Трус. Понял? Ах ты сволочь! Здесь мы видим сцену, где мальчики начинают драться, то есть их вечно вот это... Вообще, по ходу всего фильма будут показаны эти противопоставления Ивана и Андрея, как, насколько они разные. Начинается погоня. Начинается их бег, который также будет рифмоваться с бегом в конце фильма, когда уже отец будет бежать за Иваном. То есть сейчас, по сути, они бегут от своего социального мира, от своих там друзей, бегут в семейный круг, и они сами того еще не знают, они бегут уже к отцу, они бегут навстречу к отцу. Вот эти прерывания постоянные, тоже решение такое. Я не знаю, насколько это все обусловлено и чем это обусловлено, но, насколько я понимаю, это тут сама история, она разделена на 7 дней. То есть там каждый день важен, каждый день этот важен. И здесь также решение на титрах сделано, также какое-то прерывание, насколько мне кажется. Прикольно кадры сделаны, и здесь везде показано, что у них разный путь, они здесь даже уже непонятно, кто за кем бежит, и это даже не важно. Они пробегают в разных переулках, они сворачивают, у них разный путь прихода к отцу, они не бегут вместе. И, кстати, я ни разу не читал, только сейчас про это задумался, на самом деле, про вот эти 7 дней. Сколько раз здесь прервалось вот это? Мне кажется, наверное, 7 раз было. Не на 7-й, наверное, они придут к отцу. Очень нетипичные дома. Насколько я читал, вот этот дом, это, по-моему, какая-то школа вообще. То есть настолько режиссер абстрагировался от привязанности к определенному месту, для него это просто история. Как, не важно где, важно что. Не верим, он врет, что он мне губу разбил, мама! А ну-ка, тихо оба. Мама! Тихо, я сказала, отец спит. Кто? Пожалуй, сейчас самая важная сцена фильма. И как признается сам режиссер, именно с этой сцены и начался для него фильм. Когда мне вдруг привиделось, как нужно решить сцену первой встречи с отцом. Вот возник этот образ Андрея Мантельи, и все. И вот из этой точки потянулись все лучи, и все сразу стало складываться. Вот эта рифма в финале. Первый образ отца, последний образ отца, когда они его в лодке видят таким же, но только уже действительно мертвым, спящим, мертвый. И очень многие аллюзии, и все, и появились эти 7 дней. Сейчас мы с вами посмотрим. Для начала просто посмотрим.
В общем, речь вот о чем. Эта сцена напрямую перекликается с картиной Монтеньи «Мертвый Христос». Вы сейчас увидите у себя на экранах эту картину. Мы видим, что на этой картине очень необычная перспектива. Что вообще, в принципе, что такое перспектива? Это глубина кадра, это наш взгляд на пространство. На картине же перспектива искажена так, что в результате картина уменьшает масштаб зрителя перед лицом столь внушительного присутствия. Тело буквально обрушивается на нас до невозможности. Мы, когда на нее смотрим, видим неестественность и навязывание себя. То есть нам, в принципе, режиссер в самом начале говорит, о чем это будет, что, для чего здесь Отец. Он здесь для того, чтобы принести себя в жертву. Происходит переход от Бога, вот этого сурового, ветхозаветного, к новому Богу. И Отец здесь для того, чтобы совершить этот дар во имя своих детей. Давайте разберем эту сцену прям покадрово. Потому что здесь будет 3 плана, 3 взгляда на Отца. Вот давайте наблюдать. Открывается дверь. И мы видим, что свет падает на Андрея. Андрей прям находится полностью, почти посередине кадра. И где-то из тени выглядывает Иван. И мы видим здесь эту картину «Мертвый Христос». Вот здесь она есть, эта картина. Вот в этом кадре она есть. Еще раз. Мы видим эту картину «Мертвый Христос» с этой перспективой. После чего Иван уходит в тень и убегает, смотрите. Все, он злится, они по-разному увидели Отца. Андрей увидел Отца открыто, он его сразу любит беспрекословно. Иван увидел совершенно другого Отца. Дальше остается один Андрей. Иван убегает, остается один Андрей. И он уже видит Отца совершенно другим. Отец ожил. Это подчеркивает, это подчеркнуто, смотрите. Мы видим, что он начинает дышать. И Андрей, так достопочтенно, достаточно, чуть ли не прекланяясь, закрывает дверь. Он принял Отца в этом кадре. Это второй кадр, это второй раз, когда появляется Отец. Закрывается дверь, и уже 3-й кадр. Мы видим некий проезд. То есть, смотрите, нам когда показывают какой-то кадр, мы понимаем, с точки зрения, кого он показан. Когда вначале стоит Андрей и Иван, и они открывают дверь, мы видим как бы общую картину. Там недаром этот план, он общий. Мы увидели эту картину. Убегает Иван. Остается один Андрей. Показывается Отец приближенно. И он уже потихоньку оживает. И 3-й план, это уже план наш, зрительский. Как мы видим этого человека, что он для нас. Для них он тот. А для нас вот этот проезд, он обычный человек, который просто лежит, спит. То есть 3 позиции, с которых смотрят на одного и того же человека, как он спит. Понимаете, в чем прикол? Итак, они прибегают на чердак в поисках фотографии Отца, чтобы понять, это не самозванец или какой-то. Берет какую-то книгу, начинает ее листать. Мы здесь наблюдаем просто какие-то иллюстрации. Моисей заступается за своего соплеменника, он перелистывает. Здесь какие-то библейские иллюстрации идут. Прибегает Андрей. Фотографию. И он ее перекладывает на изображение. Авраам приносит жертву. И смотрите, здесь даже фокус, он смещен даже на Авраам приносит жертву. И эта картина, ниже нее располагается фотография. Фотография, на которой мы видим мать, 2 маленьких детей и счастливого Отца. Это он. Это он. Я уже наизусть знаю, я столько раз смотрел это. Точно. Крупно показывается фотография уже. Андрей говорит, это он радуется, он говорит, это мой Отец, он пришел, он радуется. Иван не произносит ни слова, он просто закрывает книгу. Он до сих пор не принимает Отца. И он его не будет принимать до конца фильма, до того момента, когда он не крикнет ему «папа». Но остановимся на Авраам приносит жертву. То есть, смотрите, у нас уже есть некоторая вставка от
Монтеньи «Мертвый Христос», она нам уже говорит об исходе. Назовем это так, об исходе. О чем будет идти речь? О чем здесь будет идти речь? Дальше мы видим, Авраам приносит в жертву Исаака. Естественно, когда я смотрел вот это, я не знаю, кто такой Авраам, кто такой Исаак. Потом я уже начал как-то, мне любопытно, что это такое. То есть здесь это не случайный кадр. Фотография перевернутая лежала, и она положилась именно в это место, потому что режиссер так захотел. Давайте покрупнее рассмотрим вот эту картину «Авраам приносит в жертву Исаака». В общем, в двух словах. Бог потребовал от праотца Авраама, теперь Бог потребовал его убить. В общем, был чувак, Авраам. У него там что-то не было сыновей. Сейчас рассказываю чисто прям вот просто как Вась-Вась. У него не было детей, он вопрошал у Бога сына, на что Бог ему дал этого сына. Далее Бог решил проверить Авраама и сказал, чтобы тот во имя своего Бога убил своего сына. Принес в жертву. На что Авраам согласился принести в жертву своего сына во имя Бога. То есть мы видим здесь разницу. Ну да, там, естественно, решилось тем, что Бог такой, не, чуваки, давайте там барана, пусть он зарежет, пусть сын сохранится. Но он был готов это сделать, он был готов убить своего сына. Ну и вот у нас есть две картины. Жертвоприношение Исаака, условно, и мертвый Христос. Вот в жертвоприношении Исаака здесь видение самой картины, оно идет от отца. Отец, то есть обычный отец Авраам, у него сын. Видение идет от него. Его испытывают, и он готов принести в жертву. Он готов на это. И вторая, это мертвый Христос картина. Здесь идет видение от сына. То есть сам Христос принес себя в жертву во имя. Почему здесь эти две отсылки? Насколько я это понимаю. Естественно, вот это мертвый Христос — это отсылка, рифма с жертвоприношением отца на вышке, когда отец сорвется. Это его жертва будет. И жертва Авраама, условно, жертвоприношение Авраама, это сцена на песке, когда отец замахивает топор на своего сына. Ну убей тогда меня, убей! Сука, ненавижу! Убить тебя? Да! Убить тебя? Да! Каждую секунду фильма, естественно, мы разбирать не будем. Почему я разобрал самое начало так дотошно? Потому что поначалу мы можем судить, в принципе, о всей канве фильма. Дальше будут моменты, которые будут подтверждать те тезисы, которые мы уже с вами разобрали. Итак, сейчас будет происходить ужин. И заметьте, как начинается эта сцена. Заходит Андрей, включается свет. Как только зашел Андрей, включается свет. И между матерью и бабушкой заходит прибывший отец, Константин Лавроненко. Отъезд камеры, и сейчас в полном объеме мы увидим эту сцену вечери этой церемонии. Мы с вами в поход поедем. Правда? Правда. Завтра утром поедем. Правда, мам? Но заметьте, Иван, он до сих пор опирается на маму, для него важно слово не отца. Он спросил изначально у отца, на что ему отец сказал: да, чувак, да, мы поедем. Но он не верит отцу, он не верит, он не знает, кто это, что это. Он переспрашивает у мамы: мам, подтверди эти слова, я верю тебе, а не ему. Правда, сынок, правда, сынок. Правда, сынок. Ну вот в чистом виде вечерия, да. Ну здесь прям даже конкретная аллюзия на эту картину. На Тайной вечере во главе стоит Иисус, там он объявляет о своей предстоящей жертве, и там он говорит о том, что его предадут. Есть человек за этим столом, кто его предаст. Тайная вечеря нам также намекает и говорит о предвестии жертвы. Вот в чем смысл. В этом случае, конкретно в этом случае, жертва отца, который как бы и в контексте религиозно является сыном. Ну, в данном случае Иван, он является человеком, который не верит в Бога, не верит в отца. Отца с большой буквы. Не отец, а отец с большой буквы. То есть отец. Мне кажется, мне надо секту открывать. И демонстрируются две модели взаимодействия с Богом. Первая модель Андрея — это беспрекословная модель полного принятия человека Богом. И модель Ивана — это модель человека сомневающего. У него всегда будет вопрос: где ты был, почему ты сделал так, почему ты мой отец, и прочее, и прочее.
Итак, если мы заговорили уже о разнице двух архетипов этих мальчиков, то вот небольшой факт. На одном из мастер-классов режиссер опрокинул некую фразу о том, что изначально он хотел Андрея и Ивана назвать Андрей и Петр в честь двух апостолов Христа. Андрей как первозванный и Петр как человек, которого Бог хотел бы призвать к себе. Был большой соблазн. Вообще детей звали Арчил и Давид. Эти имена уже появились, когда писался режиссерский сценарий. У меня был большой соблазн назвать одного Петром, другого Андреем, потому что это первое, Симон и так далее. Вот. Но потом, споткнувшись в том числе и об этом обстоятельстве, что, дескать, Петр, просто сложно, Петр, да Симон говорит, Петр, это надо было заставить Константина Лавроненко сценической речью заняться. Вот. Но я почти шучу, да? Просто хотелось еще и немножко размыть эту прямую параллель к тому же. И дальше я предлагаю, поскольку мы здесь все-таки стараемся изучать киноязык, дальше я предлагаю последовать со мной к некоторым моментам, которые меня лично вызвали какой-то отклик, какую-то эмоцию. В общем, те моменты, которые мне очень понравились с точки зрения режиссуры, с точки зрения картины и в целом. В общем, давайте посмотрим. Вот прикольный момент. Не то, что слово прикольное, не то слово, но мне очень нравится, как решен этот момент. Посмотрите. Стоит сказать, что в путешествие мальчики взяли два инструмента фиксации настоящего. Это письменность. Они взяли дневник, который собрались вести, и взяли фотоаппарат. То есть два элемента фиксации. Мы видим сцену. Смотрите, эта сцена занимает практически, мне кажется, секунд 30 она занимает точно. Почему она так решена? Это вопрос. И для чего она сделана? Смотрите, как долго она длится. Все, на этом сцена закончена. Смотрите. Неотъемлемая часть фильма — это фотография. То есть на протяжении всего фильма мы встречаем фотографии из прошлого, фотографии, которые хранятся у мальчиков, фотография, которая будет храниться у отца, и в конце на титрах мы увидим фотографии из путешествия. Почему такое большое внимание уделяется вот этому моменту? Вот я привожу вам пример из фильма о фильме, что говорит об этом сам режиссер. Что такое фотография для него? То есть для него это некий момент, который не повторить. Он прошел, он есть только в этой точке. Энергия этой эмоции приобретает благородный оттенок, что ли. Что-то такое должно произойти, какое-то очищение через это. Недаром там звучит дождь, недаром он там присутствует. Это то, что, вообще говоря, один очень умный человек говорит о фотографии. Он говорит так, что фотография в некотором смысле это то, что уже никогда не повторится. Ты смотришь на это и понимаешь, что это реально было, а не есть. Даже если этот снимок снят только что, это полироидный снимок, ты смотришь на него и понимаешь, что жизнь утекает, что она каждую секунду утекает, что она рождается и утекает, и что-то остается. Вот этот слепок реальности, вот этот фрагмент, вот это чувство, вот это счастье. Вот если говорить концептуально, я формулировал для себя так задачу, что человек проживает какой-то опыт, жизненный опыт, и когда он находится в нем, внутри этого опыта, он испытывает трудности, страдания, ему неприятно, ему больно, ему тяжело, ему затруднительно, и он проживает этот опыт проходит сквозь него. И потом, когда этот опыт заканчивается, и человек может отстраниться от него, он смотрит на него со стороны и вдруг видит его привлекательные стороны. Другими словами, то счастье, которое случилось с ним, когда он страдал. Вот я так для себя это понимал. И вот эта сцена, почему я ее выбрал для анализа, для показа, я горжусь тем, что я до нее допер сам. Я ее смотрел, и меня вызвало вот эту эмоцию, яркое чувство, которое я в дальнейшем подтвердил в словах режиссера уже непосредственно в его интервью.
Смотрите, прочувствуйте эту тему. Пакет улетает. Они уезжают уже, за поворот заезжают. Пакет остается. Вот эта фотография и отпуск пакета, оно как раз и символизирует вот этот момент вот единовременной фиксации момента. И камеры, почему меня так впечатлила эта сцена, они, само решение, как показать, это просто грандиозное решение. Стремительно набирающий обороты автомобиль, щелчок фотоаппарата, отпускающийся пакет целлофановый, который остается условно, то есть визуально мы это воспринимаем как фиксацию вот этой точки, она осталась здесь. И камера, здесь же она уходит в поворот, она фиксируется в моменте, где сделана была эта фотография. В общем, мне вот это очень такое большое впечатление эта сцена произвела, поэтому решил вам показать ее тоже. Очень эмоциональный момент, когда отец высаживает Ивана на мосту. Давайте посмотрим. Че ты ноешь? Это прям моя гордость на самом деле, вот этот момент. Ничего. Гордость в плане понимания. Просто можно было еще порыбачить. Мы же сюда отдыхать приехали. Выходи. Отец просто вытаскивает, просто за руку вытаскивает Ивана, берет его удочку. Иван остается один, стоя на каком-то старом мосту с удочкой. И мы видим вдалеке едет здоровенная фура. И на нее прям такой жесткий акцент, на нее такой большой акцент. Иван на нее смотрит, что-то думает. Согласитесь, вот просто в контексте фильма ты чувствуешь приближение чего-то. Вот когда едет эта машина, ты чувствуешь какое-то приближение какого-то рока. То есть постепенно к тебе это прекрасно. Вот, исключительно опираясь на чувства. То есть вот визуально нам создает вот такой эффект. Это первый момент. И второй момент, просто, наверное, бытовой момент, это Иван же мог, в принципе, проголосовать, и попросить помощи. Его оставили одного на мосту, и он не знает вообще, куда они поехали, я не знаю, куда они там, приедут ли они за ним и так далее. Он бы мог попросить помощи у автомобиля, но он решает, что ему важно пройти это одному. Это его путь к финалу. Да, я могу привести как раз пример касательно этой сцены. Почему я так и гордился, что я ее понял. Отвечает Андрей Петрович Звягинцев на вопрос. Там развернуто, тоже такая большая простыня. Вот Иван на мосту, и он долго смотрит на подъезжающую фуру. Фура в данном случае знак приближения случая или рока. Возможно, сейчас что-то изменится. Машина проезжает, и мальчик не голосует. Он по-прежнему один. Он должен был прожить все чувства, все желания, все надежды по мере ее движения. И отказаться от помощи, не воспользоваться этим выходом из ситуации. Он не прибегнул, не помог себе, не попросил: дяденька, подвезите. Это и есть инициация. В этом пространстве никто тебе не поможет, в отличие от реальности, где может случиться все, что угодно. Теперь случится только необходимое. Собственно, вот подтверждение моих слов, чтобы не говорили, что я какой-то больной и сумасшедший человек. Сцена, где они развели костер уже, добрались до острова. Отец просто уже не выдерживает. У него тоже момент какой-то пика настал, когда он уже ему настолько хочет, чтобы Иван уже принял его условно, что он уже просто эмоционально уже начинает психовать, так простым языком. Пей. Иван выпивает и не запивает. И вот тоже такая сцена, которая показывает, опять же, вот это взаимоотношение отец и Андрей. И смотрите, как отец реагирует уже на Андрея, как он будет реагировать. Что? В этот момент отцу не важен, условно, опять же говорю, не важен Андрей в этом широком смысле, для него важен Иван. Вот этот фильм Ивана, постепенно они идут к развязке в отношениях друг с другом. Андрей принимает его, да. И в этом большая разница между Андреем и Иваном. И визуально на протяжении всего фильма
эта разница, она подчеркивается. Вот я вставлю некоторые кадры, которые говорят вам о том, что насколько они в разных плоскостях, насколько они разные по характеру, и про то, что мы уже говорили, о том, как они принимают отца. Кстати говоря, об Андрее. Складывается впечатление, что весь фильм об Иване, он как бы ключевая фигура, и тут идут взаимоотношения отца и Ивана, но у Андрея тоже идет свой фильм. И сейчас мы придем к этой сцене, где мальчики поехали рыбачить и вернулись не вовремя. Отец дал часы Андрею, они опоздали там на несколько часов, и вот эта сцена, где отец будет разговаривать с ними и даже прикладывать руку. Не трогай его, это я его задержал, не надо, мы нашли корабль! Папочка, это правда. Не бей меня, это Иван. Не сваливай вину на другого, часы были у тебя. Ну и что? Что ты хочешь от меня? Сволочь, гад! Ну убей тогда меня, убей! Сука, ненавижу! Убить тебя? Да! Убить тебя? Да! Ну вот эта сцена с Андреем тоже очень такая показательная. Дело в том, что на протяжении всего фильма, вспомните, отец требует от Андрея действия. Когда только они приехали в город, и он послал его искать, где покушать, Андрей идет, и он там отвлекается, и не приносит отцу никакого результата. Дальше сцена, где он говорит, там, давай заказывай. Он опять ему побуждает, давай действуй, давай, сделай, ты сможешь. В этом моменте, когда он дает часы Андрею с целью, чтобы тот не опоздал, тот снова подводит отца, и отец, он просто требует от Андрея, чтобы человек принял на себя какую-то ответственность, не знаю, что действовал, не знаю, каким языком еще сказать. Тут возникает сцена, где отец замахивается топором на сына. Очевидно, эта сцена перекликается с той вставкой иконографической в книге «Авраам приносит в жертву Исаака». Вот эта сцена, где отец уже готов убить своего сына. И в этот момент, когда Андрей кричит «убей, убей меня», отец спрашивает, типа, убить? Он еще так спрашивает таким уже каким-то не злым голосом к тому, что ты, видимо, не понимаешь, это же я для тебя делаю. В смысле, убить. Пересмотрите эту сцену. Ну убей тогда меня, убей! Сука, ненавижу! Убить тебя? Да! Убить тебя? Да! Да. Если тронешь его, я тебя убью! Не смей мучить нас! Ты никто! Понял, ты никто! Ошибаешься, сынок. Нет! Иван! Кстати говоря, по поводу сцены с драки Андрея и отца, тоже посмотрите фильм о фильме, там тоже это все рассказывается. То вот эта драка, она решалась не как театральщина. Его действительно прям, не то что били, но там был контакт вот этот. У них было ограничено по времени, они не могли жертвовать этим временем, там уже заходило солнце. Так что это действительно был вот этот эмоциональный накал, он был таков. Начинается побег, начинается погоня с отца за сыновьями. Возвращаемся к той рифме, к бегу в самом начале фильма. Только уже отец бежит за сыном. И Иван прибегает на вышку. Сбирается на нее. Мы понимаем, что он боится, у него есть вот это головокружение, вот это состояние невозможности взобраться наверх, встать на ноги и прыгнуть, как было в начале фильма. Здесь он поднимается. И смотрите, как решается визуально. То есть вот он уходит с кадра, и мы видим вдалеке воду. То есть есть это перекликание с той вышкой в начале фильма, куда он должен был прыгнуть. Ну и просто визуально это просто страшно от того, что все такое хлипкое, возможно, можно упасть. Иван просто отгораживается, закрывает люком, закрывает его. Ты меня понял, я прыгну! Иван постепенно встает на ноги, произносит слова «я могу, гад», «я могу». Слышишь, я могу! Слышишь, я все могу! Слышишь, я могу. То есть вот этими словами он в бытовом сценарии он как будто произносит, что да, я могу прыгнуть просто, покончить с собой.
И в сценарии, который над этим сценарием, это говорит о том, что я могу без тебя. Он может без Бога, может без Отца. Ему ты не нужен. Слышишь, я все могу! Я могу! Слышишь, гад, я могу! Ваня, сынок. Ну и происходит падение отца. Ваня смотрит туда. То есть таким образом вот происходит это впечатление, как будто отец, он прыгнул за Ивана. То есть понятно, что здесь есть эта случайность. Люди могут сказать, ну это же случайно он сорвался. Но весь фильм выстроен таким образом, чтобы связать все это вот к этому моменту, как отец совершил жертву во имя своего сына. Вот для меня здесь происходит вот это отпадение или перевоплощение через жертву, через собственную жертву, а это и есть акт любви, жертва. Правильно? Жертва. Без жертвы нет творения, без жертвы не наступает новое. Вот. И через это событие, оно вовсе не случайное, когда очень многие упрекают, что в этом эпизоде, что, дескать, отец, ну где же, какая тут жертва? Он же случайно срывается. Аргумент только один, что в жизни случайности только по той причине являются случайностями, что причинно-следственные связи для нас ускользают. Мы не можем объять все. Надо его отнести. Куда? К лодке. А как? Ручками. Заметьте, какие изменения происходят с Андреем. Он принял на себя роль отца. Вот в широком смысле. Посмотрите, какое у него и визуальное, и вообще, в принципе, изменение происходит с личностью. Ручками он начинает говорить как отец. Он принял на себя эту роль отца. И уже Иван спрашивает у Андрея, а как, что, куда? Чего смотришь? Бери его за ноги. Мы видим на руке Андрея отцовские часы. Ну и впервые вы можете видеть, как на шее Андрея появляется крестик. Он несет этот крест. Ну и на утро следующего дня, когда они дотащили отца до берега, они кладут отца в лодку и отчаливают. Обратите внимание, вот этот кадр, это идентичный кадр первого впечатления об их отце, когда они впервые только увидели своего отца. То есть здесь не напрасно камера стоит сверху, в таком именно ракурсе. И теперь уже они у руля, они у мотора, они везут отца. Заметьте, уже просто вот чисто визуально, как будто вода уже другая, как будто уже все изменилось, как будто уже прошло что-то важное. И они возвращаются от этого. Ну вот этот кадр, идентичный кадр тому, когда он лежал в постели. Это их последнее впечатление об отце. Это последний раз они условно видят своего отца. Вновь рифма. И да, здесь тоже такое визуально мы видим, как, я не знаю, как это называется правильно, как будто бы у него нимб такой. Обратите внимание, как это визуально лодка подчеркивает. В дальнейшем у них ломается лодка, ломается мотор, и они плывут уже в таком штиле, и Андрей гребет одним веслом. И вновь тут есть такая некоторая иконографическая ссылка. Картина «Переправа через Стикс». Перевозчик душ, умерших через реку Стикс. Подземное царство мертвых. Папа! 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 Ну вот в этом крике Ивана и проявляется то, что он принял своего отца. Так же, как отец, когда влезал на вышку, он назвал Ваня, сынок, он впервые в жизни произнес вообще имя Ваня, он до этого всегда называл его Иван. И также здесь сын, когда бежит в сторону отплывающей лодки, кричит «папа, папа». В этом и проявилась его любовь к своему отцу. Ну и вновь вода.
Лодка тонет. Отца просто погружает вода в себя. И они начинают смотреть в одно направление. То есть чисто бытовое, просто Иван устал настолько, что он еле двигается, приходит, встает в одну сторону, потом разворачивается, но в этом и рисуется картина. Иван признал своего отца. Парни садятся в машину, за руль садится Андрей, на переднем пассажирском месте садится Иван. И они обнаруживают вдвоем фотографию, которая хранилась у отца. На фотографии мы видим мать младшего Ивана маленького и Андрея без отца. То есть, конечно, можно предположить о том, что здесь нет отца, наверное, потому что он стоит за кадром, фотографирует, чтобы на память оставить фотографию семьи. Но согласитесь, вот просто при просмотре, после того, как отец ушел под воду на лодке, возникает фотография, где отсутствует отец. То есть это нам говорит о том, что да, отец, он ушел в мир мертвых, он ушел из жизни. То есть достигается вот такой могучий эффект. Ну и плюсом, вот я, когда смотрел, у меня возникло просто, ну вот согласитесь, есть это ощущение присутствия кого-то за кадром. Ну и план, этот финальный план движения камеры сверху вниз, собственно, нам говорит о том, что возвращение завершилось. Возвращение оттуда, откуда уже вы приехали совершенно другими парнями, Иван и Андрей, это возвращение завершается. И вот это движение камеры сверху вниз нам как раз символизирует, ну я думаю, символизирует о том, что происходит возвращение этих двух парней. Далее будут идти титры в виде фотографий, которые были сделаны в процессе путешествия. Ну и на последнем кадре мы видим, как молодой отец держит в руках младенца, наверняка это Иван, который указывает указательным пальцем куда-то вверх. И тут есть связь с иконой Богоматери, где младенец рассматривает крест, свою судьбу. На этом возвращение завершается. Если вы до конца досмотрели это видео, огромное вам спасибо. Я буду рад обратной связи в виде комментариев и лайков и прочего. Кроме того, если в вашей жизни есть фильм, с которого у вас началось знакомство с кинематографом, напишите также это в комментариях. Мне просто самому интересно, у кого какой фильм. Вот у меня это фильм «Возвращение». Это фильм, наверное, всей моей жизни. Я его очень люблю. Смотрел миллион раз. Фильм «Возвращение Звягинцева». В этом видео я попытался разобрать какие-то моменты, связанные с киноязыком. Я не знаю, насколько это получилось хорошо либо плохо. И в любом случае, я только стремлюсь к изучению какого-то искусства. Мне это очень интересно. Я буду рад также и обратной связи на это. Ну, собственно, все. Возвращение завершилось. Огромное вам спасибо.